Всем большой привет! И тема сегодняшнего видео — это основные узоры плетения. Речь пойдет о веревочке двойной, тройной, обратной, прямой, как сделать переход, закрыть ряд, в чем разница между двойной веревочкой и ситцем. В общем, эти все моменты я хочу затронуть в этом видео. Приглашаю вас к просмотру. И самый простой узор при выплетании корзины с бумажной лозы — это двойная веревочка. Плетется она двумя рабочими трубочками, которые необходимо ввести в плетение. Если у вас, как и у меня, уже проплетена какая-то высота, то самым разумным способом будет подстановка рабочих трубочек новых слева от стоек, которые находятся, конечно же, рядом друг с другом. Аккуратно огибаю рабочую трубочку вокруг стойки сзади и вывожу наружу. Огибаю и вывожу наружу. Это самое главное условие при подстановке рабочих трубочек, чтобы они выходили из-за стойки наружу. И также эта подстановка была выполнена как можно менее заметно, не только с лицевой стороны, но также и с изнаночной. Но чаще всего плетение узора начинается не только уже, да, с какого-то момента, а именно с самого дна. Поэтому показываю самый классический вариант подстановки рабочих трубочек. Выбрали стойки и просто заводим рабочие трубочки за них таким образом, чтобы какая-то часть трубочек, их концы упирались в предыдущие стойки. В последующем, после плетения первого ряда, мы аккуратно вот эти хвостики все припрячем. Итак, берем левую крайнюю рабочую трубочку, доводим ее до стойки, которая свободна. То есть у нас вот раз выходит из-за стойки трубочка рабочая, два. Мы левую крайнюю берем, проводим мимо стойки, из-за которой трубочка еще одна рабочая выглядывает. Проходим мимо до свободной стойки и заводим за нее рабочую трубочку. Опять левую крайнюю берем, мимо стойки с трубочкой проводим, доводим до свободной стойки, заводим за нее и выводим наружу. У нас получается каждый раз левая рабочая трубочка выходит из-под только что уложенной поверх нее и за свободную стойку. Далее уже мне нужно делать наращивание, которое я произвожу за стойками. На моем канале есть отдельное видео о способах и правилах наращивания. Обязательно заходите туда. Очень рекомендую к просмотру. Нарастила и продолжаю плетение. Чтобы вам было удобно оплетать стойки, конечно же, лучше, если вы новичок, делать это на форме. Мне просто более удобно вам так сейчас показывать. Смотрите, одну стойку, которую вы уже оплели. Получается трубочка рабочая раз, трубочка рабочая два и между ними стойка. Захватывайте, фиксируйте пальчиками все это. Теперь левую крайнюю опять рабочую трубочку заводим за стойку и указательным пальцем слегка прижимаем. Тогда плетение двойной веревочки, которая обычно пытается стремиться куда-то подняться ввысь, будет проходить ровно и гладко. Опять фиксирую все пальчиками, довожу до следующей свободной стойки левую крайнюю трубочку, слегка подгибаю, завожу за стойку, вывожу наружу и вот двумя пальчиками слегка прижимаю. Не проминаю, а прям вдоль плетения. И так далее. Перехватываюсь и проплетаю каждую стойку. Данный узор плетется крайне легко, и к тому же при его плетении стенки получаются очень прочными. И этот узор очень хорошо фиксирует стойки между собой. Расстояние между ними хорошо очень регулировать, и также наклон наших стоек. Еще раз сделала наращивание, и вот мы уже подходим к началу нашего плетения, где заводили первоначальные рабочие трубочки. Вот они стойки, раз, два. Кстати, не забывайте их пометить. Теперь мне нужно вот эти хвостики рабочих трубочек, которые
упираются в предыдущие стойки, подрезать следующим образом. Прям перед стойкой чуть-чуть, прям пару миллиметров подальше, делаю вот таким образом срез. Раз и два. Лишнее выбрасываю. Теперь проплетаю последнюю стойку. И дальнейшее плетение, чтобы нам закрыть ряд, я выполняю не с левой крайней рабочей трубочкой, а правой крайней. Также провожу ее перед стойкой, одновременно захватываю хвостик. Давайте поближе. Можно немножко его приподнять, захватываю, видите, пальчиком фиксирую и завожу за стойку первоначальную. Она у меня под номером 2 получается. И точно так же поступаю со второй рабочей трубочкой. Хвостик слегка можно приподнять, прижимаю его рабочей трубочкой. Вот так, раз. И завожу за первоначальную стойку. Если вы боитесь, что у вас трубочки разойдутся, то можно немножко капнуть между ними клея ПВА. Но вообще трубочки, они влажные и обработанные, должны очень хорошо сами себя фиксировать. Теперь прижимаю плотненько, чтобы у меня получилась одинаковая высота плетения по всему периметру. Показываю, что получается. Вот. Поправляем где-то что-то, если это нужно. И особенно вот в этих местах, где я сейчас припрятала хвостики. Все. И теперь смотрим, как это выглядит с другой стороны. Все выглядит одинаково по всему периметру, внутреннему и наружному. И как вы видите, да, виточки, они чередуются. Специально я сделала трубочки контрастными. И этот момент можно использовать при уплетании различных узоров. Итак, плетем дальше. И как вы видите, при выплетании следующего ряда виточки каждого цвета, они ложатся друг над другом. Это происходит потому, что количество наших стоек, оно четное, то есть кратно 2. Всегда при выплетании круглого дна, овального дна, прямоугольного дна на выходе получается четное количество трубочек. И рисунок, если вы будете плести контрастными трубочками, будет укладываться именно вот таким образом по всему периметру стенок. Если же вам нужно добиться эффекта противоположного, чтобы рисунок шел со сдвигом, со смещением, тогда необходимо ввести дополнительную стойку или наоборот убрать одну, чтобы получилось нечетное количество стоек. Это можно сделать следующим образом. Между стойками я ввожу дополнительную, так для примера, и продолжаю плетение. Давайте сейчас посмотрим, что из этого выйдет. Также двойной веревочкой, 2 трубочками разного цвета. И дальнейший рисунок у нас уже будет выкладываться в шахматном порядке. То есть из этого следует какой вывод? Если мы плетем на четном количестве стоек, рисунок у нас повторяется, витки идет. Если на нечетном, рисунок будет идти со смещением в шахматном порядке. И этот момент тоже можно использовать при выплетании корзин, допустим, с разным рисунком. Еще такой момент, сейчас вам покажу, чтобы не подставлять дополнительную стойку, а сделать рисунок со смещением. Вот смотрите, вы не подставляете стойку, а просто делаете дополнительный виточек, да, дополнительный, и выводите. Чтобы вам было понятно,
Левую крайнюю рабочую трубочку мы должны завести за следующую стойку, как бы. Но мы этого не делаем. Мы оставляем трубочку в таком положении и берем опять левую крайнюю и ее заводим за стойку. И таким образом тоже можно проплетать узоры. Давайте еще раз. Левую крайнюю поднимаем наверх, не заводим за следующую стойку. Берем нижнюю рабочую трубочку теперь и заводим ее за стойку. Вот что у нас получается. И теперь плетем дальше. И у нас также будет рисунок со смещением. То есть где-то в плетении это будет незаметно. Четное количество стоек также останется, но рисунок сдвинется. Таким образом можно проплетать вообще все стенки. Тоже как вариант. Я расплела там, где мы делали переходы. Вновь второй ряд проплела на четном количестве стоек, чтобы рисунок совпадал. Буду вам показывать сейчас, как вновь сделать переход и перейти на обратную двойную веревочку. Так, произвела наращивание. Обязательно контролируем стойки, чтобы они не заваливались ни вовнутрь, ни на внешнюю сторону, ни влево, ни вправо. Если вы новичок, то, конечно, желательно плести корзинку по форме. Итак, вот они, мои первоначальные стойки. Они у меня помечены. И как и в первом случае, на первом ряду опять делаю переход. Прямая веревочка плетется левой крайней трубочкой. Я берусь за правую, провожу перед стойкой и за следующую. Поправляю опять левую крайнюю, завожу за стойку. Вот у меня получился плавный переход. Рисунок везде совпадает с внешней лицевой стороны по всему периметру и также с внутренней части. Обращаю ваше внимание, что по внутренней части рисунок также должен совпадать в идеале. Так, возвращаемся к нашим первоначальным стойкам и рабочим трубочкам. Вот она, рабочая трубочка 1 и 2. Обратная двойная веревочка плетется так же, как и прямая, только с единственной разницей, что мы нашу рабочую трубочку выкладываем не поверх следующей, да, а под ней. Вот и все. Проводим также через стойку и под рабочей трубочкой заводим левую крайнюю. Опять перехватываемся и рабочую трубочку выкладываем не поверх следующей, а прям под ней за стойку. Левую крайнюю провожу перед стойкой, но не поверх, а снизу рабочей трубочки, уже выведенной. Раз. Снова снизу. И вот что мы получаем. Получаем такие V-образные галочки. Сейчас опять я плету контрастными трубочками, чтобы вам было более понятно, как это выглядит. Плетется этот узор также просто и легко, как прямая двойная веревочка. Никаких проблем возникать не должно. Единственное, всегда следите за состоянием ваших стоек. Вывод делаем опять, что при комбинации, казалось бы, такого простого узора, как веревочка из двух, да, прямой и обратной, можно сплести очень красивый необычный узор. Подходим вновь к первоначальным нашим стойкам. Вот они, 1 и 2. И закрытие ряда при плетении обратной веревочки происходит немножко по-другому. Первую левую крайнюю рабочую трубочку мы заводим за стойку, помечены. Вот они, 1, 2. Также, как и положено по рисунку, снизу рабочей трубочки. А следующую мы выкладывать тоже должны
как бы за стойку, с единственной разницей, что эту рабочую трубочку мы должны продеть под одним рядом плетения. Вот сюда, чтобы наш рисунок совпал. Довели до нужного места. Вот до этого. Слегка дальше трубочку можно промять, размягчить. И выводим ее под одним рядом плетения за стойку и сразу наружу. Слегка подтягиваем, выравниваем рисунок. Наши две рабочие трубочки выходят из-за первоначальных стоек. Мы ряд закрыли. И рисунок проверяем, чтобы везде совпадал. Так, здесь галочка и дальше. Дальше. Все идет как надо. И там, смотрите, тоже по внутренней части корзинки наш с вами рисунок также совпадает. Где это нужно, мы плетение поправляем, прижимаем. После того, как я трубочки вывела из-за первоначальных стоек, продолжаю дальнейшее плетение прямой двойной веревочкой. И при выплетании следующего ряда веревочки прямой я вновь получаю галочки. Только если они до этого были развернуты, смотрели до галочка вправо, то теперь ее острый конец смотрит в левую сторону. Доплела до конца ряда практически и показываю рисунок по всему периметру. В общем, очень интересное получается плетение. Берите на заметку. Далее я перейду на плетение уже не контрастными трубочками. Сейчас мне нужно ряд закрыть. Вот они, мои первоначальные стойки. Произвожу наращивание двумя трубочками одного цвета и делаю закрытие ряда. Крайнюю правую через стойку за следующую. И вот так. Все. Мы закрыли прямую веревочку. Дальнейшее плетение я продолжаю также прямой веревочкой двойной. И проплету таким образом еще пару рядов. Не переключайтесь, скоро увидимся. Проплела еще 3 ряда прямой веревочкой. И сейчас подошла к первоначальным своим стойкам. Вот они помечены. Еще раз вам напоминаю. Делаю вновь закрытие ряда. Плетем мы с левой трубочки, закрываем с правой крайней трубочки через стойку за следующую. Вот таким образом. Далее я сейчас буду вам показывать переход с двойной веревочки на тройную веревочку. И буду делать это другими трубочками другого цвета, серыми. Для этого наращивание произвожу за стойками, очень аккуратно. Делаю срез и наращиваю их. Раз. Возвращаю в обратное положение. 2 трубочки у меня есть. Тройная веревочка или веревочка из 3 трубочек требует, соответственно, дополнительной подстановки. И я эту дополнительную подстановку могу также сделать слева от стойки, вывести концом наружу. Или существует еще один способ, который я вам сейчас покажу. Конец трубочки слегка сплющиваю, сминаю, он мягкий. Подрезаю его под небольшим уголком, как вы видите. Капельку клея наношу. У меня клей полимерный. Быстро схватывается. Прям его нужно совсем чуть-чуть разнести. И наращивание, подстановку трубочки дополнительной буду делать следующим образом. Мне нужно ее вставить за стойку и перед той трубочкой, которая стойку обнимает. Итак, вот он мой срез, вниз смотрит. Я его подношу за стойку и
перед трубочкой в плетение. Вот таким образом подставляю. То есть моя задача сделать это наращивание незаметным, как с внешней стороны, так и с внутренней. Показываю, как это выглядит с изнаночной стороны. Вот видите, я аккуратно подставила. Эти мои нарощенные трубочки, они, конечно же, видно, да, изнутри, с изнаночной стороны, как поменяли цвет. Но дальнейшее плетение возможно подстановкой вот таким вот образом трубочек. Если вы не хотите, чтобы ваши трубочки с изнаночной стороны выделялись, то тогда вам придется закрывать плетение, полностью закрыть, и уже подставлять дополнительные трубочки именно вот таким способом. Так, теперь у меня 3 трубочки в ходу. Каждая трубочка выходит из-за отдельной стойки. И веревочка тройная плетется так же, как и двойная. Единственная разница, мы рабочую крайнюю левую трубочку проводим не перед одной стойкой за следующую, а перед двумя за следующую свободную. Завели. Опять берем левую крайнюю, проводим перед двумя стойками за следующую свободную. И далее по рисунку перед двумя за следующим. Ничего сложного. Перед двумя за следующую. И наращивание также я буду производить за стойками. Нарастила рабочие трубочки, продолжаю плетение. Также фиксирую пучок трубочек слегка, провожу рабочую левую крайнюю перед двумя за следующую свободную. Получается плетение более выпуклое 3 трубочками, нежели трубочками из 2. То есть это сразу бросается в глаза, и плетение становится более рельефным. Изнутри плетение выглядит абсолютно так же, как мы и плетем 2 рабочими трубочками. Разница только во внешней структуре нашего узора. Так, проплела еще немного, и вот сейчас мои первоначальные 3 стойки. Уже последнюю проплетаю также по рисунку через 2 за третью. И 1, 2, 3 первоначальные стойки. Переход трубочками закрытия ряда производится примерно так же, как и при двойной веревочке. Я беру крайнюю правую, не левую, а правую рабочую трубочку, провожу перед 2 стойками и завожу за третью. Слегка приминаю. Опять беру крайнюю правую перед 2 стойками за третью. Приминаю. И также с последней перед 2 за третью. Получается, вновь у меня 3 рабочие трубочки выглядывают из-за первоначальных 3 стоек. И рисунок полностью совпадает. Сейчас мне нужно нарастить 1 трубочку, так как длины других 2 еще хватает для дальнейшего плетения. Возвращаю ее обратно. И сейчас мы с вами будем плести обратную тройную веревочку. Обратная тройная веревочка, так же как и двойная веревочка, плетется абсолютно идентично. Опять с тем же моментом, что через 2 стойки за третью и не под одной уже рабочей трубочкой, а под 2. То есть прямая веревочка мы поверх выкладываем, а теперь снизу. Ну и сейчас в этом моменте нужно будет делать наращивание. Так, нарастила. Давайте еще раз. Через 2, не поверх, а под 2 за свободную стойку. Опять левую крайнюю рабочую трубочку беру,
перед двумя стойками провожу, третья свободная, под двумя рабочими трубочками за нее завожу. 5 левую крайнюю перед стойками, под двумя рабочими трубочками за третью стойку. Перед двумя стойками, под двумя рабочими трубочками за третью стойку. Выкладываем все аккуратно. И сейчас мы с вами можем наблюдать, так же как и при выплетании прямой и обратной веревочки, образуется узор в виде косички. Только когда мы плетем тройной веревочкой, он становится более выразительным. Здесь галочки такие стеснительные, аккуратненькие, а при выплетании более массивного узора эта косичка получается сама более массивной. Продолжаю плетение. Подхожу к первоначальным своим стойкам. Сразу видно, где они располагаются. Раз, два, три. Проплетаю оставшиеся свободные. И сейчас мне нужно вновь закрыть ряд. Только не прямой, а обратной тройной веревочки. Левую крайнюю я также по рисунку выкладываю через 2 стойки за третью. Немножко вверх ее оставляю, рабочую трубочку. Не наружу пока вывожу, а немножко вверх. Далее опять левую крайнюю беру, провожу перед двумя стойками. Как бы мне нужно за третью. И как и в закрытии обратной двойной веревочки мне нужно ее провести под одной трубочкой плетения спереди. Что я и делаю. Вывожу вовнутрь, подтягиваю и наружу. Теперь уже 2 рабочие трубочки у меня выходят. Третью беру, опять перед двумя провожу и ввожу вновь в плетение, только не под одной рабочей трубочкой, а вот под двумя. Они у меня уже образовали плетение. Мне нужно ее также по рисунку вывести. Немножко проминаю. Далее ввожу в плетение наружу, обнимаю стойку. И вот они 3 у меня, подтягиваю. И вот они 3 у меня рабочие трубочки вышли. Я их подтянула. Сейчас покажу, что получилось с обратной стороны. Нужно все подтянуть. Раз, два, три. То есть получается, каждая рабочая трубочка сейчас у меня вновь, так, фокус ловись, каждая рабочая трубочка теперь у меня вновь выходит наверх из застойки. И я могу продолжить плетение каким-либо узором. Сейчас я хочу вам показать, как сделать переход. Вот, допустим, вы сделали, да, красивый узор при помощи прямой и обратной тройной веревочки. И вновь нужно перейти на плетение веревочки двойной, опять же поменяв цвет трубочек. Одну лишнюю трубочку рабочую нам нужно убрать из плетения. Как это можно сделать? Я поступаю следующим образом. Вот я вижу, что у меня эти 2 рабочие трубочки выходят из-за первоначальных стоек, а эту я подставляла. Вот ее же я и буду третью прятать. Я ее слегка сминаю, и мне нужно вывести ее куда-нибудь в плетение. Вот сюда. Вывожу, также подтягиваю. Хорошо подтянула, можно капелька прокапать. И вдоль плетения, давайте поближе поднесу, чтобы вам было видно. Она вообще должна быть зафиксирована вот таким образом. Я ее слегка немножко вниз опускаю и прям вот вдоль плетения очень осторожно ножницами подрезаю. Чик. И вот оно получается
Вот он срез. Аккуратненько все оставляю в таком положении. И далее, чтобы мне перейти опять на плетение другими контрастными трубочками, я наращивание произвожу аккуратно за стойками, делаю срез, прокапала трубочки клеем, наращиваю и вновь продолжаю опять плести двойной веревочкой через одну за следующую. Доплетаю третий ряд прямой двойной веревочки и подхожу к первоначальным своим стойкам. Сейчас я хочу вам показать, как закрыть полностью плетение, чтобы подставить контрастные трубочки, потому что до этого я как-то вам сказала об этом, а показать не показала. В общем-то, показываю. Вот они мои опять первоначальные две стойки. Закрытие ряда и, в общем-то, плетение производить можно двумя способами, ну, которые я обычно использую. Я также плету далее по рисунку. Немножко вывожу рабочую трубочку вниз и следующей рабочей трубочкой я как бы прижимаю плотненько. Завожу за стойку и вывожу через один ряд плетения наружу. Подтягиваю очень плотно. Вправо тяну, не вниз, а вправо. Фиксирую стойку и слегка подтягиваю. Подтянула. Вот сейчас мой рисунок полностью по всему периметру совпадает. Плетение двойной веревочки. Я, конечно же, обычно жду, когда все подсохнет. И потом аккуратно вдоль плетения подрезаю трубочки. Но сейчас я этого делать не буду. Можно прокапать клеем, как я вам показывала ранее, вдоль плетения немножко вниз отодвигаю и вдоль плетения подрезаю трубочку. Тогда ее видно не будет. Для более незаметного плетения, да, то есть внешнего вида, можно будет в цвет трубочки подкрасить срез, и тогда вообще ничего заметно не будет. Дальше можно делать загибку. Я же предлагаю вновь подставить контрастные трубочки. Сделаю это в другом месте. Внутри, как вы видите, все выглядит одинаково. И теперь беру две трубочки таким же точно способом, как и ранее. Буду производить подстановку. Срезаю под небольшим уголком. Капаю клей. Размазываю. И за одной стойкой и за другой между трубочкой в плетение и стойкой опять подставляю дополнительные контрастные трубочки. Хочу вам показать, как это будет выглядеть со стороны, с внутренней части. Вот таким образом это выглядит. Подправить надо. То есть мы такой вариант используем при смене трубочек одного цвета на другой. Если ранее я вам показывала, когда мы плели прямую и обратную тройную веревочку, да, у нас получился заметный переход цвета. Вот здесь видно, там двух трубочек. То сейчас этого заметно совсем не будет. Далее я проплету ряд двойной веревочки. Давайте плести вместе со мной. Еще раз вспомним, как это делается. Не забывайте первоначальные стойки, вот, которые мы уже подставили рабочие трубочки от этих стоек, их нужно пометить обязательно, чтобы не перепутать. И проплетаю далее. Проплетаю те трубочки, которыми только что закрыла полностью плетение. Ну и произвожу наращивание.
проплетаем. Сейчас они уже немножко подсохли, и я постараюсь показать вам все-таки, как можно сделать аккуратный срез вдоль плетения. Хоп. Здесь немножко повредилось. Нет, все аккуратненько. Все. Здесь можно подкрасить, и все будет выглядеть опрятно. Плетем дальше. Так, доплела до конца ряда, вернулась к тем трубочкам, которые мы подставляли для дальнейшего плетения, и вновь закрываю ряд. Напоминаю, с правой крайней трубочки через стойку за следующую. Делаем закрытие ряда двойной прямой веревочки. Закрыли. Итак, переходы от двойной прямой веревочки на обратную веревочку и наоборот я вам показала. Сделали подстановку дополнительной трубочки для плетения прямой и обратной тройной веревочки. Вновь перешли на плетение двойной веревочки. И сейчас настало время показать вам переход от двойной веревочки к ситцу. Для этого я одну рабочую трубочку вновь перенаращу для контраста цвета, чтобы мне было вам более понятно объяснять, в чем различие между ситцем и прямой двойной веревочки. Когда я только начинала плести, я вообще разницы не понимала. Вот. Мне казалось, что тот и тот узор плетется двумя трубочками, все то же самое из застойки, перед стойкой за стойку, и какая разница, я вообще никак не могла понять. И сегодня постараюсь вам наглядно все это объяснить. Смотрите, выходит из-за наших первых стоек раз трубочка, вот они первоначальные, и два. Приступаю к плетению ситца. Ситец плетется также двумя трубочками, только по очереди. Берем крайнюю правую рабочую трубочку, вот эту светлую, и оплетаем перед стойкой за стойку. Перед стойкой за стойку. Плетем сейчас одной трубочкой, чтобы вам было понятно. Вторую мы не трогали. Теперь трубочка закончилась, мы возвращаемся к первой и вновь начинаем проплетать то же самое. Перед стойкой за следующую. Перед стойкой за следующую и так далее. Там дальше будет наращивание. Теперь, чтобы вам было видно, получается при выплетании двумя трубочками, когда мы плели узор веревочки двойной, наши трубочки перекрещивались и образовывали один всего ряд плетения. Когда же мы плетем также двумя трубочками узор ситец, у нас образуется два ряда плетения. Вот он один соломенного цвета и другой серого цвета. То есть два ряда плетения. И при выплетании веревочки каждая стойка закрывается витком плетения. При плетении ситцем через одну стойку у нас всегда будут проглядываться вот эти участки стоек. Сейчас я проплету дальше, и вы все поймете. Наращивание также я произвожу за стойками. Так, вывожу. И сначала проплетаю опять первой трубочкой, которая выходит вперед до конца. А затем возвращаюсь и проплетаю второй. Уже вдогонку. Ситцем плести тяжелее, чем двойной веревочкой, потому что стойки фиксировать намного сложнее. Здесь за ними приходится держать не то что контроль, а тотальный контроль. Все. Опять доплели. И вот про что я вам и говорила. Да? Места проглядываются при выплетании ситцем. Вот наша веревочка
получается один виток светлый, другой голубой, светло-голубой. Здесь же этих витков нет. Идет светлая трубочка и голубая, соломенного цвета и голубая. Подошли к первоначальным нашим двум стойкам. И самая прелесть плетения ситца заключается в том, что никакие переходы и закрытия ряда делать не нужно. Мы просто продолжаем плести. Единственное, никогда не путаем. У нас есть трубочка, которая идет вперед, а другая позади. Вот берем первую, которая идет вперед, и просто продолжаем ею плести. Проплела пару стоек, и можно теперь плести вдогонку двумя рабочими трубочками. И как вы видите, образуется узор, который явно отличается от плетения двойной веревочки. Вот эти прорези, про которые говорила, идет один ряд соломенной трубочкой и серой трубочкой, соломенной и серой, и так далее. Так, сделала снова наращивание. И вновь подошла к первоначальным стойкам. Завела раз, завела два. Вновь мои две трубочки смотрят из-за стоек первоначальных. И теперь я также могу продолжить плести двойной веревочкой. И сразу будет разница ощутима. В принципе, я надеюсь, вам здесь все понятно, в чем разница между двойной веревочкой, да, вот она, и плетением ситцем. Пока не попробуешь, точно не поймешь. Но по внешнему виду тоже все понятно. На этом я свое видео буду заканчивать. Если у вас остались вопросы, обязательно пишите их в комментариях. Переходы, опять же, я вам все показала, основные узоры показала. Спасибо всем, что были со мной. До новых встреч и пока-пока.